История авианесущего крейсера «Киев». Авианосный крейсер «Киев» проекта 1143 по классификации НАТО иногда называют советским авианосцем. Главный корабль проекта был построен в 1975 году на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве и входил в состав Северного флота. После распада СССР корабль был продан Российской Федерацией на взлом Китая, где был переоборудован в туристско-развлекательный комплекс «Мир Киева» в городе Тяньцзинь. Главным конструктором корабля стал Аркадий Васильевич Маринич, который родился в Украине, в селе Орликовка Черниговской области. Технический проект 1143 был разработан в крайне сжатые сроки и утвержден 30 апреля 1970 года. Новый крейсер имел смещенную, как у авианосца, к правому борту надстройку, полетную палубу с консольным свесом, мог нести 22 самолета или вертолеты. Противолодочный крейсер «Киев» проекта 1143 строился на судостроительном заводе номер 198 в Николаеве. Главным строителем и главным ответственным сдатчиком корабля был назначен Иван Иосифович Виник. Проектирование и строительство принципиально нового корабля требовало решения ряда сложных проблем, в частности, создание беспилерсовой конструкции ангарного покрытия площадью около 3000 квадратных метров, специального термостойкого покрытия полетной палубы, защищающего ее от воздействия высокотемпературных, более 1000 градусов, газовых струй самолетов при взлетах, упорядочение над верхней палубой для создания благоприятных условий взлета и посадки. В 1972 году на заводе был изготовлен натурный отсек корабля с участком взлетно-посадочной полосы, установленный на аэродроме Летно-исследовательского института. На макете установили самолет Як-36 и провели серию испытаний двигателей для определения силового и теплового воздействия газовых струй на палубу, а также замеров уровней шумов в подпалубных помещениях. По результатам исследований Всесоюзным институтом авиационных материалов было разработано теплостойкое покрытие типа АК-9Ф. Наличие на борту корабля абсолютно несвойственных для авианосца многочисленных ракетных, артиллерийских и противолодочных комплексов обусловило гибридный между авианосцем и крейсером тип архитектуры корабля. Набор корпуса по всей длине был продольным, а в краях поперечным. Корпус и два нижних яруса 9-ярусной надстройки изготовлялись из стали АК-25 толщиной до 30 мм и АК-27 свыше 35 мм. Надстройку, начиная с третьего яруса и выше, выполняли из алюминий-магниевых сплавов. Все вертикальные поверхности надстройки, дымовой трубы и самого корпуса наклонялись от вертикали на угол до 10 градусов, тем, чтобы максимально снизить величину радиолокационного поля. 26 декабря 1972 года корабль был спущен на воду. Швартовые испытания прошли в 1974 году. Ходовые испытания корабля начались в апреле 1975 года. Государственные экзамены корабля осуществляли в два этапа. В Черном море с подписанием приемного акта корабля 28 декабря 1975 года и после перехода на север в августе-декабре 1976 года. Комплексные испытания РЭО в составе корабельной группы, групповые полеты летательных аппаратов. Мореход также стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами в полную дальность. Приемный акт по второму этапу испытаний подписан 3 декабря 1976 года. В феврале 1977 года спецпостановлением Совета министров СССР Киев
принят на вооружение ВМФ СССР. За участие и вклад в создание и освоение новой техники главный конструктор Киева Аркадий Васильевич Маринич и главный строитель корабля Иван Иосифович Винник были удостоены звания Герой социалистического труда. 16 июля 1976 года Киев вышел из Севастополя на боевую службу в Средиземное море и Северную Атлантику с последующим переходом вокруг Европы на Северный флот. В районе Крита проведены испытания самолетов вертикального взлета Як-36 в морских условиях, всего 45 полетов. Через месяц, 10 августа 1976 года, корабль прибыл к постоянному месту базирования в Североморске. К началу декабря 1976 года проходил второй этап испытаний, в том числе комплексные испытания РЭО в составе корабельной группы, групповые полеты, мореходные испытания, стрельбы ПКР на полную дальность. 28 июня 1977 года корабль был переклассифицирован с противолодочного крейсера на тяжелый авианосный крейсер. С 12 по 19 апреля 1977 года участвовал в стратегических учениях «Север-77». С 20 декабря 1977 года по 4 апреля 1978 года вторая боевая служба в Атлантике и Средиземном море. 4 августа 1978 года принял участие в общефлотских учениях Северного флота под руководством главнокомандующего ВМФ. С 16 января по 27 марта 1979 года третья боевая служба участвовал в 6 поисковых операциях в составе КПУК в Средиземном море и Северной Атлантике. В частности, в марте в рамках противолодочных учений «Разбег-79» отрабатывал взаимодействие. С 30 декабря 1979 года по 28 апреля 1980 года совершил 4-ю боевую службу в Средиземном море. 6 января, 15 мая и 17 июля, 18 сентября 1981 года 5-я и 6-я боевые службы в Средиземном море и Атлантике. В период проведения стратегических учений Запад-81 на Балтике выполнял роль флагманского корабля. С 27 июля по 30 сентября 1982 года 7-я боевая служба в Атлантическом океане и Средиземном море. Принимал участие в учениях вооруженных сил стран Варшавского договора «Щит-82» с мероприятием на Балтику. С 23 декабря 1982 года по 1 ноября 1984 года проходил средний ремонт и частичную модернизацию на Черноморском судостроительном заводе в городе Николаеве. 20 марта 1985 года вышел на 8-ю боевую службу в Средиземное море, соединив ее с переходом на север. С 10 по 20 июня 1985 года участвовал в учениях разнородных противолодочных сил Северного флота «Атлантика-85». С 31 декабря 1985 года по 21 мая 1986 года 9-я боевая служба в Атлантике и Средиземном море с заходом в Черное море. С 5 января по 24 июня 1987 года последняя, 10-я боевая служба в Средиземном море. 23 июня 1987 года вернулся в Североморск, где с 15 сентября 1987 года находился в различных ремонтах вплоть до 1990 года. Летом 1990 года принял на борт авиацию и вышел в море для выполнения боевых упражнений,
но это был его последний выход в море. В августе 1991 года переведен в резерв второй категории, 30 июня 1993 года выведен из боевого состава флота. 28 августа того же года разоружен и передан в ВФМ для демонтажа. Расформирован 28 августа 1994 года. В 1999 году Российская Федерация продала авианосный крейсер «Киев» китайско-американской компании Maritime Supplies LC, специализировавшейся на переработке кораблей на металл, за $1 800 000, $72 за тонну. В свою очередь, Maritime Supplies LC, которая была агентом компании Lung Import-Export, зарегистрированной в Австрии, перепродала корабль китайской компании Tianma за $8,2 миллиона. В мае 2000 года Киев поведен буксиром ДЭУ в Шанхай. Для выполнения восстановительных работ Киев был отбуксирован на судоремонтный завод Шанхайгуань, провинция Хэбэй. В настоящее время Киев является частью информационно-развлекательного комплекса Бенхай Aircraft Carrier Sim Park. Корабль открыт для посетителей 30 апреля 2004 года. Для Киева построен специальный причал, из которого сделан вход в вестибюль, холл корабля на 4-й палубе. Помещения 2-й и 3-й палуб корабля оформлены как каюты и боевые посты, а также залы военного музея. Расставлены стенды, сообщающие о боевом пути корабля и истории авианосного кораблестроения. Системы вооружения имитируют работу. На палубах и в ангарах макеты самолетов и вертолетов. На комплексе работают более 100 человек персонала. Недельная посещаемость 40 000 человек. Стоимость входного билета 110 юаней, это $16 на сегодняшний день.